Фартового вечера, мои любимые боги великого рандома. С вами Витус Бритва, и, как и обещал, сегодня у нас супер гость, представитель провайдера игровых автоматов. Настоящий. Провайдер TrueLab. Зовут его Даниил Андриянов. Знакомьтесь. Всем привет. Рад быть здесь. Спасибо, Виктор, что пригласил. Надеюсь открыть двери и рассказать всю правду сегодня об этой индустрии, по крайней мере, ту завесу тайны и мифов. Если будут максимально острые вопросы, всегда буду рад на них ответить. Довольно честно и откровенно. А какой, кстати, вот популярнее слот? Battle Rage или Эйнштейн, Риф Реактор? Battle Rage скорее на третьем месте, Доктор Рок на первом. На втором, как неудивительно или удивительно, это Hot Money. Три наших самых топовых Hot Money, игры. вот этот, я, по-моему, играл что-то. Полноценная классика для тех, кто любит линии, для тех, кто любит очень простые механики. Чаще всего на стримах она скучная и без бонусной игры и не сильно заходит. Но она средневолатильная, приятная игрушка. Просто посидеть, позалипать. И хорошо дает. Зависит ли выигрыш в слотах провайдера от банка казино или его бюджета? Или это все по воле генератора случайных чисел? Это все, мы его называем бог РТП. Ты тоже часто призываешь к богам на своем стриме. Вот у нас тоже есть свои боги РТП или боги рандома, которые не знают ничего о предыдущих ставках, которые ты сделал, и каждый раз генерируется примерно то же самое, что и монетку бросать. То есть каждый раз, когда ты бросаешь монетку, результат твоей монетки, будет ли у тебя орел или решка в следующий раз, никак не зависит от предыдущего. В слотах прям все один в один. Каждый твой последующий спин, он ничего не знает о предыдущем. Все, что говорят относительно там, просто я, наверное, предвижу следующие вопросы, которые будут задавать, они самые распространенные, самые популярные. Там, если ты уже накачал слот деньгами, кому-то занес крупный выигрыш, ничего такого слот не знает, он знает лишь только то, что заложено в математический код, а именно вероятность выпадения той или иной комбинации. Ну, то есть нет какого-то пула там, да, вот этого всего. Ну, я, опять же, наверное, не могу говорить за всех провайдеров, потому что у каждого может быть свой определенный подход. Есть определенные законы, которые выдвигает и регулятор, и сертификационные лаборатории, которые лицензируют, ну, сертифицируют игрушки для того, чтобы ставить эти игры на лицензионное казино. И этот регулятор четко говорит, что каждый твой спин, он не должен ничего знать о предыдущем спине. В противном случае ты просто не получишь сертификацию, и твою игру не смогут поставить на казино. И есть такие провайдеры, которые не лицензируют свои игрушки, не сертифицируют эти игры. Мы обойдемся без имен, конечно же, но то есть гораздо правильней просто смотреть и выбирать именно трастового провайдера, который как минимум сертифицирует свои игры в таких юрисдикциях, как UK, как Мальта, то есть получает официальные сертификаты, которые которые проводят тесты этих игр в лабораториях. Кстати, я когда начал играть, тоже были эти фруктики, вот точно такие же, не точно такие же, в смысле, а это, 3 на 3 я имею в виду. Вот, и как раз был видеопокер, и вот этот вот с фруктиками я ловил там арбузиков по 20 рублей и радовался. Зарплату получал 500 рублей. Приходил в автомат и крутил. Ну, что-то подобное, да. Вопрос следующий. Сколько стоит разработка одного слота? Все зависит от сложности, конечно. То есть вот такие слоты, классика. Ну, вообще у нас есть градация в студии. AAA, AA и Single A игры. AAA — это игры, которые требуют больших инвестиций. Чаще всего это больше 100 тысяч евро на разработку одной игры. И там свои оригинальные механики, оригинальные какие-то бонусные игры. Ну, в нашем случае это вот Доктор Рок относится к AAA игре, а Battle Rage — это тоже AAA механика. Cluster Pack, вот недавно игра вышла, это тоже AAA. Это такие игры, которые разрабатываются в целом там,
от 9 до 12 месяцев, такой таймлайн у игр. Есть AA игры, это когда мы берем, к примеру, какую-то узнаваемую механику, популярно у других провайдеров, мы видим то, что она себя зарекомендовала, игрокам она нравится, и мы ее просто делаем такую некую декомпозицию и перекладываем на собственный сеттинг. Такие игры чуть дешевле в разработке, то есть мы не экспериментируем, не создаем что-то новое, а по факту берем и копируем какие-то успешные механики с добавлением чего-то своего и нового. В производстве они занимают около, наверное, от 50 до 100 тысяч евро. И есть очень простые single-A игры, это либо и рескины, то есть мы часто так называемые филлеры создаем, когда даже существующие свои игры просто меняем им сеттинг, но математика под капотом остается идентичная. Либо классические серии, вот один из примеров это Hot Money. Это тоже классическая игра, довольно дешевая в производстве, где-то в районе, наверное, от 30 до 50 тысяч евро будет стоимость разработки этой игры. Скажите, пожалуйста, а казино может менять РТП в вашем провайдере или оно остается несменным? Казино самостоятельно может менять, и оно выбирает. То есть у нас во время производства мы создаем сразу игры с некоторым количеством РТП, и связано это в первую очередь с регуляцией. То есть у, допустим, сертифицированных немецких каких-то германских казино там очень высокая система налогообложения для казино-операторов. Поэтому они не могут просто по своей экономике ставить игры с высоким РТП, там 96 или и выше. А причина банальная, потому что тогда казино у них, они будут только налоги государства платить, и казино зарабатывать на этом ничего не будет. Поэтому для них делается всегда пониженный РТП. Ну и часто любые казино этим пользуются, то есть могут взять и сменить, сделать пониженную версию РТП. РТП всегда можно посмотреть, это тоже правило, которое закладывает сертификатор, то есть есть у каждой игры меню, и в рамках этого меню там есть информация об этой игре. Такое правило игры. Всегда можно зайти в правила, и любой гейм-провайдер обязан показывать реальный РТП этой игры. Связано в первую очередь это с регуляцией. А вот еще пока мы здесь, ограничение на максимальный выигрыш в одном раунде составляет 50 тысяч ставок. Имеется ли возможность у казино вот это ограничение, макс-вин именно порезать? Нет, казино не может. То есть у казино нет доступа к самой игре. То есть они максимум, что делают, это они подключают эту игру по API, берут ее из наших серверов. То есть вся игра, она крутится на сервере гейм-провайдера, и этот сервер опечатан лицензирующим органом. То есть мы даже не можем внести никакие изменения в игру после того, как ее зарелизят, потому что, условно, на нее ставится печать, хэш, и если вдруг по каким-то там причинам какой-то игрок заподозрит, что его обманули, он может всегда обратиться в сертифицирующий орган, который выдал лицензию провайдеру, и запросить, а не было ли каких-либо изменений. И вот этот хэш, он всегда имеет, лицензирующий орган может проверить, что игра в момент, когда выдала вот такую-то ставку, она, никакой подмены игры не было, и обращалась именно к нему. Поэтому это очень тоже важный фактор, что ни казино, ни мы после того, как игра уже выпущена, критически ничего поменять не можем. Ни в максимальных выигрышах, ни в РТП уже зарулив публично. Это исключено. Можно немножко о нашей миссии поговорить. То есть мы больше про формат развлечений, больше про эмоции. То есть то, чего мы хотим, это видеть как можно чаще какие-то эмоции. Причем мы понимаем, что мы находимся в такой сфере, где эмоции могут быть как отрицательные, так и эмоции счастья. Потому что большой выигрыш — это всегда счастье, а большой проигрыш — это всегда разочарование и отрицательные эмоции. И вот как на этой стыке мы и подумали, определили для себя миссию, что в первую очередь это дать возможность людям испытать эмоцию и в целом иметь возможность отвлечься и развлечься, играя в наши игры. Вот закладывая вот эту миссию, мы и в слотах в разработке слота и в процессе придерживаемся как раз такого подхода, когда мы сначала думаем
о том, какого рода эмоцию или в каком направлении мы хотим сформировать, а потом накладываем историю. То есть какую историю мы хотим рассказать игроку, чтобы он испытывал эмоцию. Если вот посмотреть даже, например, доктора Рока, то есть это не просто слот с циферками, это все-таки вот этот сумасшедший профессор. У этого профессора было непростое детство, и за этой картинкой оно кроется там целый лор или вот нарратив, который мы там постепенно в маркетинговых каких-то наших каналах, в Телеграме, в Твиттере и раскрываем. То есть, в частности, возвращаясь к этому профессору, у него был там отец, который заставлял его физикой заниматься, а он хотел играть всегда на гитаре. И все эксперименты ставил вокруг гитары. И он хотел, чтобы его реакторы, которые физические, которые он создал, он давал возможность генерировать большое количество денег, чтобы воплотить любые желания или фантазии игрока. Данил, вот это ты меня сейчас очень удивил. Но вот именно вот этой глубиной. Никогда бы не подумал, что настолько вот глубоко. Ну, вот. Помимо того, что мы слоты делаем, мы еще создаем вот этот мир. Там у нас есть сайт true.world. То есть и в рамках этого мира мы хотим объединять вот эти истории слотов и постепенно создать некую такую свою вселенную Марвел. То есть мы, наверное, этим вдохновлялись, когда там есть отдельные истории про Человека-паука, там про Железного Человека, про какого-нибудь там Пантеру черную, и потом это все можно объединять и в историях использовать как Мстители, да, то есть в одной сюжетной линии объединить всех персонажей, которые между собой будут взаимодействовать. И вот у нас примерно такая же история, то есть все это в итоге сомкнуть в такую мета-настройку, в систему лояльности, которая позволяет не просто в слоты играть, а еще и углубляться в какие-то пасхалки или там социальные какие-то турниры, в рамках которых ты можешь выиграть там iPhone или там, мерч какой-то от провайдера. Это очень такой правильный тренд, куда двигается гейм-провайдер. И вот мы этот тренд поддерживаем и просто хотим еще слой надстройку над каждым вот этим персонажем, создав что-то наподобие такой метавселенной, где игрокам будет интересно в целом следить за каждой нашей будущей игрой, новым персонажем, которым мы внедряем в эту вселенную. Кого вы на данный момент считаете из провайдеров сильным и самым конкурентом для вас? Вот. Ну, Link City, да, я не просто так, наверное, его и озвучил. Я считаю, что они в плане разработки слотов далеко, может быть, не сильно далеко, но опережают нас ввиду ресурсов, ввиду возможностей инвестиционных и финансовых и прочее. Но то, к чему мы стремимся к конкуренции как раз с No Limit City. Это мы их считаем прямыми ребятами. Я надеюсь, у нас скоро получится как минимум их догнать, а в будущем и перегнать за счет наших вот неких уникальных идей с построением такого мета-слоя лояльности для игроков. У них какой-то уклон во всех слотах, какая-то то психушка, то тюрьма, вот это непонятно мне. Мне тоже это не нравится, я вообще не поддерживаю, наверное, те идеи, которые они через слоты продвигают, но они взяли за основу, потому что агрессия сейчас, наверное, в моде. И вот этот агрессивный подход, он связан примерно с тем, что аудитория требует или там просит от них. Мне он не близок, наверное, просто по своим личностным каким-то качествам. Мне больше, я верю, что миром, как я до стрима тебе говорил, мне почему импонирует очень твои стримы и твой подход, потому что ты довольно искренен всегда и обсуждаешь какие-то философские такие темы, ну и придерживаешься таких принципов, которые там, любовь спасет мир, там, или доброта и прочее. Вот мне кажется, что если сделать такой же No Limit City, но с правильными посылами, которые будут там помимо развлечения еще и задавать тон вдохновения какого-то для людей, для игроков, в частности, это будет чуть более
искренне, на мой взгляд, и более полезно, что ли, нежели то, что делает No Limit City с точки зрения пропаганды агрессии. Вот, наверное, основное отличие, которое мы хотим взять. Какие условия для казино, если они хотят подключить ваш провайдер к себе? Первое условие здесь финансовые или условия, какие они должны соблюдать, наверное, такой с двух сторон вопрос. То есть основное, самое простое – это прийти к одному из агрегаторов, в частности, там, SoftSwiss, и проинтегрировать этот агрегатор к себе и запросить условия, которые уже обозначаются на стороне SoftSwiss. Если же казино крупное и имеет большой объем, то он всегда может проинтегрироваться с нами напрямую и договориться о условиях, в том числе с нами напрямую. Если не называть цифры, а просто, ну, там с каждого спина казино платит вам или как? Ну, вот это. Это модель ревшары, то есть есть такое понятие, как Gross Gaming Revenue. Это все поставлены объем ставок минус объем выигрышей. Это вот называется GGR. И мы получаем роялти от GGR со стороны казино. Ну, если так примерно по рынку, сколько это составляет, это от 5 до 15%. Разброс такой. Условно, если обозначить от всех проигранных средств игроками, мы получаем от 5 до 15%. Имеют ли место быть различные стратегии игры в казино? Я бы не стал там питать иллюзий, ну и вообще бы не рекомендовал никому питать иллюзии относительно того, что если там по мартингейлу ставить и постоянно увеличивать ставку, то ты 100% всегда обманешь казино. Ну, это неправда. Математика на большой дистанции всегда возьмет свое. А с точки зрения стратегии повышения для того, чтобы эти шансы либо как-то увеличить, либо как-то... Ну, чаще всего это просто для вашего спокойствия. Но есть, например, вот такие моменты, когда кажется, что слот на отдаче. Вот этот на отдаче сегодня слот, а тот не на отдаче. Вот. И имеет ли смысл искать слот, который на отдаче или вообще не важно? Ну, здесь же еще такое понятие, как интуиция включается. То есть отдача, не отдача. Если есть ощущение того, что он может дать, то это означает, что ты можешь где-то там подсоединиться к космосу и подумать, что вот сейчас удача тебе улыбнется. И в этом случае оно действительно может так работать. То есть этот принцип, он не математический, он больше, назовем его космический, да, то есть ты же можешь попробовать прочувствовать, что вот-вот тебе повезет. Ну и так же, как и обратно, почувствовать, слот не дает, мне здесь ничего не светит. То есть на метафизическом уровне я предполагаю, что это как-то работает, но не математически. А играет ли роль, если слот очень популярный и очень много игроков в нем играют, то у него какая-то высшая отдача, ну то есть вот, или Нет. никак это не влияет? Нет, это никак не влияет, как я говорил ранее. Математический слот вообще не знает о существовании с точки зрения кода даже, который заложен внутри слота. Он не знает, сколько людей играет на текущий момент в этот слот, что было, кому занесло, кому не занесло. Это просто вымыслы, мифы этой индустрии. На самом деле это просто монетка. То есть каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку «Спин» в слоте, вы подбрасываете монетку на предмет орел или решки. Знаете, что-либо ваша монетка на сколько сейчас людей параллельно по всему миру подбрасывает монетку? Ну, конечно же, монетка этого не знает. Если играть на разных казино в один провайдер и один слот, то будет разница в игре? Разницы в игре не будет никакой, потому что каждая игра, она не связана даже с предыдущей, не то что говорить о разных казино-операторах. То есть каждая игра — это новый индивидуальный спин. И будет ли спин отличаться от сессии спинов, либо от сессии спинов на другом казино-операторе? Нет. Да, почему вот в некоторых казино максимальная ставка там такая-то в вашем же провайдере, в другом казино она может быть меньше, где-то больше, где-то меньше. И какую вообще максимальную... Есть ограничения по максимальной ставке, которую казино может поставить в вашем слоте? Есть такое понятие, как max exposure. Max exposure — это максимальный выигрыш
который ставится на стороне оператора. То есть казино может сказать то, что я не хочу, чтобы в слоты выиграли больше, имели возможность выиграть больше, чем 5 миллионов рублей, 10 миллионов рублей или миллион рублей. И он выставляет вот этот параметр max exposure. И все ставки, которые есть в слоте, они должны удовлетворять вот этому максимальному лимиту на сумму выигрыша в казино. Соответственно, ставка, она просто привязывается. Если у слота Доктор Рок max exposure 50 тысяч, то есть max win 50 тысяч, то значит, что если ограничение стоит на миллион рублей, то ставка будет крайне маленькая в связи с тем, что эта ставка при умножении на 50 тысяч не должна давать выигрыши больше миллиона рублей. Казино боится, что много выигрывают, и поэтому Ну, ограничивает. конечно, у казино же есть банкролл своего рода. Это иметь возможность выплатить этот выигрыш игроку. Если это игрок какой-нибудь выиграет там условные 150 миллионов рублей или там 10 миллионов евро, то у них просто не будет этого банкролла выплатить игрокам, поэтому они таким образом снижают свои риски. Чем солиднее казино, чем крупнее казино, тем выше у них max exposure. У нас идет разработка слота про меня. Вот, расскажите об этом. В моем слоте какая там история заложена? Ну, это будет слот на тему викингов, на тему... Причем ребята очень сильно вдохновились как раз, наверное, глубоким философским подходом, связанным с рунами, с теми, опять же, элементами, которые Виктор нам прислал в качестве предварительных наработок. И это все будет вокруг тоже мифологии, как скандинавской, наверное, правильно, скандинавская мифология викингов, и очень много заимствований будет взято оттуда. Но детали пока я еще, наверное, не могу раскрыть, потому что они еще не до конца сформированы, они могут поменяться на ходу в процессе. Но сейчас слот как раз в активной проработке этого геймдизайн документа и первых визуальных концептов. Мы там частично с Виктором делились этим, но пока, мне кажется, рано еще показывать это на общую публику. А когда примерно ожидается появление этого чуда? Насколько я помню, это октябрь. Поправь меня, если это не так, но вроде ребята мне говорили, что в октябре публичный релиз. А сколько примерно казино вообще, где доступны игры TrueLab? Я думаю, что сейчас это около 1000. То есть примерно это 1000 казино. Какой максвин будет в моем слоте? Возможно, это будет 50 тысяч, но я могу ошибаться, поэтому не хочу это за основу брать. Покупные Боюсь бонуски обмануть. будут? Обязательно. Это примерно как порно посмотреть. Взял порно, посмотрел, то же самое, вот покупная бонуска. Это лично мое мнение. Но Интересно. мне всегда как-то живые ощущения в плане поймать эту бонусную игру всегда кажется значительно интереснее. Я согласен, потому что когда ты ловишь эту игру, ты, ставочка-то там нормальная, когда покупные вот это ставишь, маленькую ставочку, там это по хорошей ставочке поймать бонуску, да еще если она даст, там хорошо. Дофаминчик сразу приходит. Участвуют ли психологи в создании слотов для казино? Я так скажу, психологи конкретно нет. У нас есть определенные люди, которые занимаются брендингом, и вот они имеют брендингом, геймдизайном, они имеют бэкграунд психологический, в частности, там могут подсказать, что лучше или как это. Вот у нас одна из сейчас историй, которую мы активно начинаем тестировать, это тема мета-иронии. Это культура мемов прям набирает обороты, культура шуток над шуткой набирает обороты. И вот если говорить о том, как участвуют психологи в создании игры, они помогают нам правильно шутить. Они рассказывают о том, распаковывают каждые мемы и помогают нам придумать интересные сценарии для нашей игры. То, что в будущем будет, или сейчас, или в будущем будет создавать некий тренд или там подхватывать какой-то тренд. Вот в этом участвуют. А все остальное
психологи уже не нужны, там столько материалов написано про эту теорию игры, по как там цеплять, что там будоражит и формирует, создает вот эту дофаминовые скачки или как-нибудь дофаминовые выбросы. Это все уже давно все описано в книгах, это всегда можно прочитать, найти информацию, и психологи уже не нужны. А вот когда ты что-то новое хочешь создать или исследовать, или там, поймать тренд, вот в этом нам психологи, даже не то, что психологи, а скорее определенные там геймдизайнеры либо адвайзеры с психологическим образованием. Да, они помогают. Какой процент забирает провайдер от проигрыша игрока? И какой процент выплачивает в результате выигрыш? Немного некорректно вопрос сформулирован, но попробую, я понял его и попробую объяснить, как складывается вознаграждение. То есть казино, вот если человек играет в версию 96 РТП, это говорит о чем? О том, что 96% всех проигранных средств, оно перекладывается из кармана в карман к другому игроку. То есть если игрок проиграл 100 рублей в одном слоте, то значит какой-то другой игрок выиграл 96 рублей в другом слоте. То есть это такая передача средств из кармана в карман. А что оставляет себе казино? Оно оставляет себе 4%, если вот РТП 96. И вот на эти 4% живет казино. А казино дальше с нами делится, как гейм-провайдером, выручкой в размере от 5 до 15%. То есть это, то есть если, предположим, 100 рублей кто-то проиграл, 4 рубля забрало себе казино, и примерно 50 копеек заберет себе гейм-провайдер. Ой, сейчас может насыпать, у нас уже 300 тысяч. Ой-ой-ой-ой. Ну давай, насыпь. Максвинчик, а? Да, мы. Ой-ой-ой-ой, хорошо, 850. Вот это... Подкрутили, вот оно. Ну, я же надо было на кнопку нажать. То 858, это, блин... Хорошо. Благодарю. Не Максвин, конечно. Давайте еще подкрутим. Мне надо это караоке открыть. Для создания провайдера много требуется финансов. И вообще, возможно ли вот обычному типичному бизнесмену взять и открыть свой провайдер и подключить его во все казино мира? Ну, я бы сказал, что порог входа где-то от 5 до 10 миллионов евро создать своего провайдера. Это примерно на скидку. А с точки зрения обычному бизнесмену, тут ответить сложно. Бизнесмен в сфере IT, есть ли какой-то бэкграунд до этого в разработке игрушек, математическое понимание того, как устроен этот рынок. То есть это все нюансы. Если человек никогда подобную компанию не создавал или не было никогда опыта, то просто риск того, что ничего не получится, очень высок. За стримеров плату с казино берете или метка стримера есть? Наверное, подкручиваем ли мы стримером? Ну, конечно, нет. Если вопрос, наверное, про это... И у нас в системе просто не предусмотрено возможности того отличить, кто играет. Стример, либо не стример, по причине того, что все данные, которые нам передает казино, они обезличены. А если задумки создавать слоты, Ахмат спрашивает, с большими максимальными выигрышами, как, например, No Limit 9x200 тысяч, x500 тысяч? 200, x500 пока таких планов нет. Но это супер волатильные слоты, и чаще всего это могут лучше делать тем студиям, у которых не маленьким студиям, к которым мы пока еще относимся, а крупным студиям, у которых там огромные обороты и такие выигрыши в таких слотах, они нивелируют теми объемами, которые у них есть. Потому что в нашем случае нам просто математически нецелесообразно делать такие высоковолатильные слоты. Во-первых, мы можем всегда
получить негатив от игроков. И мы и так его получаем довольно много, что у нас высоковолатильные слоты, что они там жрут много, либо еще что-то. Эта причина довольно простая. Они жрут много, потому что и выиграть в них можно очень много. И тут уже дальше от удачи зависит. А если сделать слот x200 тысяч или x500 тысяч, уж тем более, то тогда они жрать будут ну, в 10 раз больше, чем тот же провайдер, это та же игра, которая имеет выигрыш макс-вин 50 тысяч. То есть это все же как баланс. Мы пока к таким балансам не готовы. Предусмотрены ли штрафы за то, что казино без ведома провайдера изменит РТП? Мы даже регулировать это не можем. У нас любой РТП, который доступен, казино мы вправе выбрать самостоятельно. Наша задача — это лишь честно отображать это в правилах, то РТП, в которое играет на текущий момент игрок. А вообще, кстати, вот интересно, насколько РТП вообще влияет на отдачу? Ну, типа, вот 96 и 94, вот эти 2%, вот прямо сильно разница почувствуется? Вот. Мне сложно судить с точки зрения математики. Это на цифрах, конечно, разница очевидная. С точки зрения игрока и психологии, если игрок профессионал, ну, как не профессионал, а очень часто играет, то он, конечно же, это почувствует, потому что это довольно существенно отличается даже восприятие игры. Чем меньше РТП, тем хуже восприятие этой игры, как бы тем слот больше жрать начинает. Я уж не говорю про версии там 92 или 89, такие тоже существуют. Мне кажется, что сейчас индустрия идет по тренду, наоборот, повышения РТП. То есть 96, 97, даже 98 процентов можно какие-то слоты найти. РТП делится между всеми игроками или же для каждого индивидуально в игровой сессии? РТП считается на миллиардах спинов. То есть математически лаборатория берет соответственно, твою математическую модель этого слота и эмулирует ставки на протяжении там, миллиарда спинов. И вот если в районе миллиарда РТП сходится к 96, там 96,2, 96,5, вот эта сумма фиксируется и добавляется в слот. И невозможно РТП привязать к игровой сессии или к сессии казино, либо еще что-то. Это очень бесконечно большое множество спинов или там ставок. А какой самый крупный выигрыш был в вашем провайдере? Вот совсем недавно, даже в этом месяце, у стримера Trainwreck, и он выиграл там, 1 900 000 в долларах. Это в каком слоте? Доктор Рок. А максимальный выигрыш кто-то выигрывал x 50 тысяч из стримеров? Из стримеров. Сложный вопрос. За всю историю это, наверное, точно, но я затрудняюсь ответить. А Даже. есть вообще Хотя, статистика конечно, такая по всем игрокам, вот как часто происходит макс-вин, вот конкретно вот в этом случае? Очень часто. Очень часто. Ну, в месяц макс-винов десятки. Это макс-вины в покупных бонусках или только ну... Разные, нет. Ну, покупные бонуски увеличивают вероятность выпадения максвина, потому что когда ты покупаешь, ты условно меньше времени тратишь на то, чтобы спинить и искать эту бонусную игру. Но в целом это максвин может выпасть и в регулярной, ну, то есть бонуску ты можешь поймать и в регулярной игре без покупной. Есть Battle Rage еще вот игра, там у нас x100 000, там ну, очевидно, что реже выпадает. Там может быть 1-2 макс-вина в месяц. Вот так вот, примерно. Часто бывают сбои в играх? Не часто, но бывают. И опять же, бывают разные там истории. И с хакерскими атаками, то есть в поиске уязвимостей, какие-то атаки на сервера. То есть это отдельное целое направление у злоумышленников. Это взламывать слоты. Ну и понятно, что как бы они могут как-то заэффектить, и приходится на какой-то промежуток времени выключать слот, чтобы проверять, сделать какой-то security чек, потом слоты возвращаются обратно. Когда бонус уже выпал, сумма выигрыша уже сгенерировалась, или вот в процессе бонуса оно генерируется, вот эти спины, которые идут? Ну, чаще всего эта система, если говорить, она уже знает выигрыш, потому что это происходит моментально. Все, что дальше видится в рамках слота, это, назовем это мультфильм.
мультфильм этот показывается в какой-то промежуток времени. Ну, конечно, если говорить о коде, запрограммированном внутри, он уже знает, выиграл ли Макс Вин или нет. Если я создам слот в их стиле и предложу им его, отдам код, на что я смогу претендовать. Ну, скорее всего, мы его не возьмем по причине, что нужно использовать определенные библиотеки, пройти службу там, безопасности у этого, провести чеки, security чеки и так далее на этот код. Поэтому мы в целом даже отказались, раньше рассматривали возможность аутсорса, то есть сторонних разработчиков привлекать для создания слотов, но позже отказались от этой идеи, потому что гораздо проще и надежнее контролировать разработку слота in-house по причинам, связанным с безопасностью в первую очередь. Зависит ли количество спинов до выпадения бонуски, если в слоте 3, 4, 5, 6 барабанов? Ну, от разного количества барабанов шанс на выпадение бонуски. Ну, наверное, правильнее сказать нет. Там есть просто математическое ожидание выпадения бонусной программы. То есть есть такое понятие, как мат ожидания. Ну, можно погуглить, что это означает. И вот в рамках мат ожидания закладывается модель, что, к примеру, бонуска в каком-то среднем значении может выпадать раз в 500 спинов, раз в 300 спинов. То есть вот на бесконечно большом количестве спинов среднее мат ожидания выпадения бонусной игры будет раз в условное количество спинов, запрограммированное мат-моделью. Вот это вот может быть. Вот, вы говорите, что есть ГСЧ, а как же РТП? То есть, если ГСЧ может в любой момент кинуть, например, Макс Вин, а по РТП уже слот все выдал, тогда ГСЧ уже не работает. РТП не может всего выдать. РТП, как я уже говорил, это на бесконечно большом количестве спинов он выдает всегда 96% выигрышей. У тебя может два Макс Вина одновременно, не одновременно, спин за спином выйти. Вот тут покупаешь бонусную игру, вышел Макс Вин. Есть небольшая вероятность, что ты следующую бонусную игру купишь, и в следующей бонусной игре тоже будет Макс Вин. То есть с точки зрения теории вероятности это вполне допустимый сценарий. Вопрос лишь в том, что эта вероятность, она значительно мала, и к РТП это никакого отношения не имеет. А ГСЧ как раз и распоряжается выдачей либо Макс Вина, либо еще что-то. То есть это как бы законы математической статистики. Есть такая тема, особенно у стримеров, перезаход. В слот влияет ли это на выигрыш? Обновляется ли сессия? Возвращаемся к интуиции. То есть если стримеру или, неважно, игроку кажется, что если он сейчас перезайдет в слот, то он будет более удачливее, то это вот вопрос уже метафизических каких-то особенностей игрока и связи с чем-то потусторонним, что подсказывает ему, что лучше выйти, и тогда ему насыпят. А с точки зрения математики это абсолютно без разницы, перезайдешь ты в этот слот или продолжишь, потому что, как я уже говорил, каждый последующий спин, он ничего не знает о твоем предыдущем спине. Есть в некоторых слотах ставка плюс 25%, насколько увеличивается процент РТП. Процент РТП не увеличивается. Это так называемый есть бонус-бет. Бонус-бет – это когда ты доплачиваешь какую-то небольшую денежку, но тем самым ты увеличиваешь вероятность выпадения на поле каких-то символов, которые могут либо запустить бонусную игру, либо дать там какой-то выигрыш. Это к самому РТП никакого отношения не имеет. Это больше имеет отношение, то есть стоит разделять эти понятия РТП и вероятность выпадения каких-то конкретных символов. Вот и все. Как вы решаете моральный вопрос, создавая продукт, зарабатывающий на зависимости людей или вовлекающих их в зависимость? Мы к этому относимся с точки зрения развлечения. То есть у всех разные какие-то разные отношения. Мы создаем продукт, который позволяет в первую очередь расслабиться, развлечься и там, если говорить там о какой-то морали, то
Очень часто у нас это поднимается там разговор, но э, те же самые фармацевтические компании, они куда больше могут вреда людям наносить, создавая какие-то э, вымышленные истории и для того, чтобы зарабатывать на людях деньги. И тут все зависит уже от добропорядочности тех, кто стоит за конкретным бизнесом. В нашем случае мы просто занимаемся тем, чтобы дать возможность людям развлечься и получить удовольствие там, от той игры, в которую они любят играть. Какой слот еще хороший? Кроме этих известных самых. Ты в кластер играл? Мне вот кластер нравится. Это тоже наш такой AAA слот, на который мы очень много сил потратили, и слот имеет оригинальную довольно математику. Но пока, как я понял, еще стримеры не сильно раскусили эту игру, и вот хочется понять твой фидбэк, если... А бонус бет насколько шанс на бонуску увеличивает? Бонус бет здесь выдает сразу при спине две вот эти звездочки. А две звездочки, это значит, для бонусной игры тебе нужно собрать, остается всего лишь три. Ну и шанс кратно увеличивается, то есть на две звезды собрать меньше. Можешь попробовать. Ну, а вот если посчитать, смысл. вот ставка в 2 раза выше, да? Ну, то есть математически там просчитано, что нету такого, что выгоднее, невыгоднее, да? Ну, у тебя в любом случае при любой ставке, при любом бонусе у тебя будет РТП идентичен, что бы ты ни покупал. Вопрос лишь уже в скорости достижения этой бонусной игры. То есть если бонус бет стоит в 2 раза дороже, значит у тебя шанс в 2 раза быстрее добраться до бонусной игры. Вот, слушай, я купил игру, и там +3 еще. Это какая-то улучшенная, да, бонуска получается? Это очень... У тебя плюс будет сейчас, да, 8 спинов. У тебя базово 5 бесплатных спинов, а так 8. А если супер бонус покупать, что будет? Тебе еще дает +3 фри спина, и ты начинаешь сразу с мультипликатора 10. Вот сейчас ты начал с мультипликатора 3, все твои выигрыши внутри бонусной игры умножаются на вот это поле мультипликатора. Чтобы его увеличивать, нужно иксы собирать. А максимальное умножение вот здесь какое? Ну, 500. Мультипликатор x500 О. можно как раз вытащить. Мгм. Это нужно до конца добраться, вот здесь вот, да? и будет x500. Мгм. Так, ну за 100 купили, 136 дало. Профит есть. Пробуем еще одну. Виктор, а слот с твоим участием будет совершенно с новой механикой или редизайн уже существующего? Будет этот слот на базе твоей любимой игры, любимой игры Виктора Эйнштейна. Эйнштейна. Да. Зам персонал играет в казино, есть лудики. Не то чтобы лудики, но играет, конечно. Как бы ты не сможешь сделать хороший слот, если сам не будешь чувствовать, хороший ли ты продукт делаешь или нет. Troll Up Games пишут, но играем точно. Подтвержденная информация, значит. Pragmatic Play тоже на Мальте находится. Почему именно Мальта? Ну, если ты хочешь вести легальный бизнес, капитализируемый в правовом поле, то ты должен подчиняться законам, и Мальта предоставляет возможность вести такой бизнес. В какой стадии в данный момент находится слот Витуса? Стадия концепта, художественная стадия, проработка как раз истории, и скоро концепт будет завершен, начнется такой полноценный продакшн. Вопрос спрашивают, демо и реальная игра одинаково играет слот? Или в демо там покрасивее все? Опять же, многие провайдеры по-разному демо-игру настраивают. Я слышал, что какие-то провайдеры в целом делают умышленно повышенный РТП для демо, там а-ля 100 с копейками. Просто чтобы на демо чувствовалась игра лучше, а потом на реальное РТП уже реально делать. Но мы такое не практикуем, то есть мы в демо выставляем РТП 96, чтобы не вводить в заблуждение. Опять же, возвращаясь к нашим ценностям компании, мы хотим, чтобы
приверженцы честности и открытости, в первую очередь для игроков. Мне нравится ваш подход, Данил, к бизнесу. Будем работать. Это долгосрочное видение. Рынок такой, что немногие его разделяют по причине, что сложно прогнозировать, что будет там дальше, я не знаю, высокие риски. В нашем случае мы как-то для себя определили, что мы хотим играть в долгую, и, может быть, мы не самая обеспеченная, богатая там студия, обладающая достаточным количеством ресурсов, но зато в долгую я верю, что это единственный шанс достигнуть успеха. Другого шанса нет. Если ты будешь постоянно подкручивать, что-то обманывать, либо делать что-то неправильно, то в конечном итоге ты совершишь ошибку, и от тебя отвернутся в первую очередь твои игроки и твои партнеры и так далее. Алекс спрашивает, есть ли свое казино у провайдера? Почему не сделать, если нет? Нет, а это не наш бизнес, и нам это не нужно. Мы делаем игры, и это то, что мы умеем, это то, что у нас хорошо получается, и то, где мы видим какую-то перспективу. А казино — это уже совершенно другой бизнес, связанный в первую очередь там, с работой с трафиком, с аффилейтами и так далее. Ну и просто мне не импонирует это направление бизнеса в целом с точки зрения операционки. Человек пишет, насколько я играл в разных казино, Трулап явно недостаточно продвинут, прорекламирован, менее узнаваем. Как ты считаешь, с чем это связано? Да, с маркетинговыми бюджетами. Мы не такая большая студия, чтобы у нас был большой запас денежных средств, чтобы вкладываться в рекламу так, как может позволить себе вкладываться No Limit City, Hexo, Relax, Push Gaming, ну и уж тем более прагматик. Поэтому нам приходится органически расти, и в зависимости от органического роста у нас появляются какие-то дополнительные ресурсы, которые мы постепенно вкладываем в маркетинг. Вот и все. Такой вопрос. Если какой-то человек придумал новую функцию, которую можно реализовать условно в слоте Витуса, это для примера, как этому человеку, грубо говоря, достучаться даже до тебя, Даниил, и может ли он получить с этого какую-то выгоду? В целом до меня достучаться очень легко. У нас есть каналы в Телеграме, есть сообщество, называется True World, там как и канал собственный, так и сообщество чата, в том числе русскоязычное. Я в это сообщество очень часто прихожу, мы там и АМА-сессии какие-то проводим, я общаюсь со всеми. И, наверное, я один из немногих, кто максимально открыт к игрокам и рассматривает любой фидбэк. Соответственно, там можно меня найти и написать мне в личку при необходимости. Более того, можно в этот чат зайти. Там у нас есть модераторы, Кристина, и Кристина всегда обрабатывает любой фидбэк от игроков. Мы приветствуем абсолютно. А там дальше, если действительно какая-то стоящая идея, и это что-то будет супер новое и актуальное для рынка, поверьте, мы не жадные ребята и можем и роялти какой-то частью поделиться. Более того, мы как бы очень открыты к сообществу. Если у кого-то помимо идей есть еще и возможности там, выхода на какие-то площадки, либо в целом нетворкинг расширить, или там идеи, всегда обращайтесь, мы поделимся, если это будет выгодно для всех. Интересно, как вы уменьшаете риски? Вкладываетесь ли еще в какие-то направления? Ну, мы диверсифицируем риски за счет разных типов игр. У нас есть игры вот оригинальные, в которые мы сейчас играем, оригинальные слоты. Есть классические слоты, это вот вишенки, колокольчики, бары и так далее. Также одно сейчас направление открываем, это эксклюзивные слоты, это вот коллаборации с инфлюенсерами, со стримерами, с Виктором в частности. И есть направление еще такой экспериментальный R&D, это Telegram игры, которые у нас одна из игрушек, это TrueCoin, которую мы делаем. Это такое что-то наподобие такого кликера, где можно просто зайти, потыкать, собрать монетки, и на эти монетки пойти поиграть в наши слоты. То есть это чисто социальная такая штучка, где копеечку, но можно какой-то выиграть.
То есть там меньше риска, но это чисто социальный формат развлечения. Я люблю кликеры. Иногда, когда особенно проиграешься в казино кучу денег, и потом сядешь в какой-нибудь кликер и как будто бы вот отключаешься, ну, мыслями ты погружаешься в этот кликер, что-то клацаешь, и вот оно как будто расслабляет, что ли, я не знаю. Бывало в замазках целыми днями в этих кликерах, блядь, сидел. Ну, это примерно отмечает, наверное, 80% нашего сообщества. То есть они в наш кликер приходят не то чтобы даже копеечку какую-то заработать, там 1, 2, 5 долларов, которые, в принципе, можно заработать, но больше расслабиться, покрутить, получить какое-то удовольствие, ну, словно уйти от проблем, какого-то давления, либо сложностей в жизни. Просто зайти и помедитировать, я как сказал, на те же самые слоты, на ту же самую крутилку, но абсолютно бесплатно, без риска потерять деньги. Твой топ-5 провайдеров на данный момент. Ну, хороший вопрос. Я бы, учитывая, что я довольно глубоко и профессионально рассматриваю на всех провайдеров, поэтому я их могу категоризировать по тем или иным каким-то критериям, что ли. То есть я очень люблю No Limit City, но No Limit City, я их люблю не потому, что у них правильная подача идеи. Мне не нравятся их смыслы, которые они в слоты вкладывают. Это там, тюрьма какой-нибудь или психушка, либо что-то такое. Но мне нравится продуктовое видение, которое они закладывают, и как они развиваются, и как они доносят ту мысль, которую они формируют. Поэтому, наверное, это такой в топах находится. Прагматик мне нравится, потому что они очень большое количество психологических, ну, то, что психологических даже, каких-то таких используют моментов, которые в деталях заставляют игрока или привлекают игрока оставаться дольше в игре. И там очень много у них игр основано именно на этих деталях. Где-то тут монетки долго крутятся, тут у них звук в нужный момент, тут у них там, звон правильно сопровождается. И вот на этих деталях они очень четко, ну, можно так сказать, подсаживают игрока, что ли, на свои игры. Хотя слоты-то, ну, копии, ничего там особенного. Мне нравится Proof Gaming, мне нравится Hexel. Наверное, Relax тоже есть определенные хорошие игры. Ну, наверное, это если там ближе к 5-му месту. League Gaming могу отметить, но как бы это такой другой формат провайдера, как мне кажется. Но они тоже классные, они молодцы, правильно делают маркетинг, выстраивают продвижение провайдера. Тоже ребят этих хорошо знаю и уважаю. Playing Go, Amatic, Novomatic. Но, на мой взгляд, это уже устоявшаяся такая... Ну, то есть они не инноваторы, я так назову. То есть им настолько большие корпорации, что они уже не могут, не гибкие и не могут что-то новое этому рынку дать. Не про искусственный интеллект. Мы же больше студия гибкая, молодая, и про инновации, и про что-то новое. Постоянное стремление к новым технологиям, к использованию АИ в разработке слотов. И вот к такому подходу очень гибкому, быстрому. Сложно сейчас что-то новое в слотах придумать. Да нет, новое что-то придумать несложно. Новое работающее, чтобы игрокам это зашло, вот это вот сложно, потому что игроки очень быстро привыкают к чему-то, к каким-то определенным механикам, и потом что-то новое они воспринимают не всегда позитивно. И вот предугадать, что игрокам может новое зайти, вот это вот сложная задача. А придумать что-то новое, да, без проблем. Владелец казино Гамдом в Твиттере писал, что какие-то, не уточнил, провайдеры влияли на игровой процесс стримеров с целью рекламы. С технической точки зрения это возможно? Не говорим про ваш провайдер. Да, я слышал эту историю, там проводилось даже целое расследование про провайдеров. Я так скажу, то есть технические возможности
у всех разные, и я допускаю, что какие-то провайдеры могут подстроить, ну, это в частности там нелицензионные провайдеры, либо там создающие какие-то копии и так далее. Но это точно не... ну, я исключаю эту возможность у лицензионных гейм-провайдеров. Поэтому, ну, опять же, тут нужно досконально вот это расследование, в том числе читать. У меня не было возможности с ним ознакомиться, и какие-то провайдеры даже участвуют в этом расследовании, я не изучал. Насколько реально сделать слот с Максвином X1 миллион? И почему, например, до сих пор не сделан? Технически это несложно сделать. Просто тогда ну, представьте ситуацию, что миллион спинов в этот по 1 рублю в этот провайдер будет проигрыш, и всего лишь один спин даст 1 000 000 рублей. Будет ли вам интересно играть в такой слот? Ну, я предполагаю, что нет. А технически хоть 10 миллионов можно сделать Максвин. Просто в него играть никто не будет, и шанс... Это будет больше на лотерею похоже. Топ-5 слотов от Данила. Я могу быстренько по нашему пробежаться. Это, конечно, доктор, но это понятно, топовый. Я, кстати, вот люблю, я не знаю, почему стримеры, ну или вообще в него не так часто играют, можем зайти, показать ребятам Apple Crush. Это вот одна из моих медитативных, один из моих медитативных слотов, в который я время от времени захожу, просто вот как ты ведь, может, в кликер заходишь. Также я по маленькой ставочке люблю в Apple Crush поиграть. Ну, на мой взгляд, классная игра. Хоть и недооцененная со стороны стримеров и игроков, как-то и мало внимания в свое время уделили. Кластер, это в том числе, ну, вот из недавнего. Мне нравится эта игра, она как бы забавная, ну, там классная музыка, и всегда в нее приятно зайти, там, покрутить 100-150 слотов, спинов. Что там еще из любимого? Ну, кстати, есть тоже смешная игра у нас Aztec Legend. Вообще дико непонятная, наверное, игра для многих игроков, но мне она порой нравится в нее зайти тоже покрутить. Она там одна из самых последних. Apple Crush круто. То есть она такая, мы ее создавали на тему, есть такой Мураками, по-моему, да, это вот художник, режиссер, который мультики про летающий замок сделал. Вот мы в таком стиле сделали летающие острова с такой же приятной музыкой и такой сказочным нарративом. Я вот очень люблю вот это Apple Crush. Давай посмотрим. Если поделишься, кстати, Виктор, обратной связью, был бы рад. Играл ты в нее, не играл? Не, ни разу не играл. Медитативное я люблю. Тут задача поймать вот этот яблочный эликсир, мы его сидр называем. Нужно 3 бутылочки эти поймать, и там будет мультипликатор дальше в рамках бонусной игры, когда мультипликатор не на каждый спин, не на результаты спина у тебя идет, а уже на результат всех спинов, то есть там можно получить 50 на финальный выигрыш. И с учетом того, что она довольно прожорливая, эта игра, но в нее можно очень неплохо выиграть, если поиграешь в нее долго. То есть там, условно, сессия 400-500 спинов, можно там поймать в нее 2-3 бонуски спокойно, и в рамках этих бонусок какая-нибудь одна может приятно насыпать, ну, по крайней мере, там, либо вернуть. Расскажи, как ты попал в этот бизнес? Какая история вашей компании? Мы этого уже касались немножко. Я рассказывал, что я увлекался блокчейном. Вот и исторически так получилось, что мы первый в мире разработчик с прозрачной, честной лотереей, построенной на блокчейне и по принципам там, на смарт-контрактах. И вот после того, как мы сделали эту лотерею, мы начали двигаться по сначала быстрым, так называемым instant games. Это когда быстрые лотереи. И в какой-то момент вдохновились слотами, вдохновились студией Yggdrasil, которая, на мой взгляд, на тот момент делала очень визуально красивые слоты. И мы подумали, а почему бы и нам не попробовать себя в этой индустрии. Мы много чего не понимали, много чего не знали. И так постепенно, набивая свои собственные шишки, ошибки, вышли
но, как мне кажется, сейчас на очень серьезный, достойный уровень разработчика. А целям, конечно, до результатов, которые показывает No Limit City, то есть это наша цель выйти и начать с ними прямую конкуренцию. Ну все, сейчас мой слот сделаем, задавим их. И я вам помогу. В этом году сколько новых слотов готовится? У нас план выпускать по одному слоту в месяц. Это минимальный план. Такой максимальный план — это выйти на мощности как минимум 2 слота в месяц. То есть один слот в 2 недели публичных релизов. То есть разного калибра. Это могут быть эксклюзивные игры там, наподобие то, что мы делаем вместе с Виктором, так и какие-то там классические серии. Дальше развивать классическую серию, которая себя вполне очень хорошо показывает. Где больше прибыли, на рынках СНГ или Европа и Штаты? Сложный вопрос. Тут просто скорее нигде больше денег. Денег больше, понятно, на Tier 1 рынках. Это, в частности, Европа. И там средний чек выше, ЛТВ выше. И люди в Европе, игроки, они относятся к этому уже осознанно. То есть они там играют в казино как способ развлечься, налить себе там бокал вина, там, поиграть для того, чтобы получить какое-то удовольствие. То есть это не ради выигрыша в первую очередь. И из-за этого и средний чек существенно выше. А так есть такие рынки очень хорошо, с высокими трендами, высокорастущие. Это Латам. Сейчас очень многие смотрят на Латинскую Америку по причине того, что там рынок растет с какой-то сумасшедшей скоростью, там 30, 40, 50% в год. И многие операторы и гейм-провайдеры смотрят именно в сторону Латам рынка. Stake запустил среду для разработки. Сильно облегчают порог входа для новых разработчиков, спрашивают. Есть ощущение, что в ближайшие 2-3 года рынок слотов очень сильно изменится из-за большого притока новых студий. Стейк, он же сделал это, чтобы свою платформу продвигать. То есть, ты сделаешь стейк engine и встанешь только на платформу стейка, как же другие. Да, там хорошие условия, они дают 10% от GGR, роялти для этих молодых разработчиков, и этим молодым разработчикам не нужно будет свой RG создавать. Это очень классно и удобно, и сразу легко получить трафик. Вопрос в том, что можно ли будет назвать себя полноценной студией, которая может встать на большое количество площадок, наверное, нет. Но это очень хороший повод набраться опыта и пропустить количество ошибок, которые ты приобретаешь в процессе. Поэтому, конечно, молодым студиям я рекомендую идти использовать Stake Engine. Это отличный старт. Кто сертифицирует слоты и провайдеров? Что из себя представляют эти организации? Это лаборатории, их довольно много, сертифицирующих лабораторий, там, Global Labs или Gaming Associate. К ним приходишь, отдаешь свои критические коды, математические модели, они тестируют их, если там нет наличие как раз там каких-то бэкдоров или на РТП, и RNG проверяют. Ставят свою печать качества, выдают тебе бумажку и опечатывают этот код у тебя на сервере. Собственно, так происходит процедура сертификации. Есть ли разница лицензии Кюрасао или Мальта? Это просто 2 разные юрисдикции. Кюрасао свои требования к казино-операторам. У Мальты свои MGA-лицензии. То есть это чуть процедура отличается, я бы сказал. У Кюрасао они упрощенные, у Мальты они гораздо более серьезные требования предъявляются. Опять же, там разные лицензии бывают. Есть лицензия B2C, есть лицензия B2B. Для гейм-провайдеров нужна B2B лицензия, для казино-операторов лицензия гораздо более сложная, нежели для гейм-провайдеров. Потому что они взаимодействуют с деньгами пользователей. Вопрос: самый высокооплачиваемый провайдер. Самый высокооплачиваемый провайдер — это Pragmatic. Им принадлежит порядка, наверное, 70% доли всего рынка слотов. Вопрос: вошли бы вы в нишу разработки игр в 2025 году? 100 бы раз подумал, прежде чем заходить. Понятно, что с моим опытом
который с теми шишками, которые мы успели набить за 7 лет существования нашей студии, то, наверное, бы я вошел. Но каким-то новичкам, которые не представляют, как все работает, и не сделали, условно, ни одного слота, я бы не рекомендовал. Очень сложный бизнес с большим количеством подводных камней и с высокой конкуренцией. Ну, тут я могу ответить на вопрос, почему, если все так официально, сертификаты, приходится играть, искать зеркала. Я говорю только про гейм-провайдера, я не говорю про казино. Гейм-провайдер — это никакого отношения к игрокам, никакого отношения к казино не имеет. Мы предоставляем игровой контент через дистрибьюторов, через агрегаторов, через продавцов. То есть самая простая, наверное, аллегория, как это можно понять: есть магазин «Пятерочка», а есть производитель молока «Вимбельдан». И вот мы, производитель молока, который ставит свой товар на полки магазина, и уже «Пятерочка» продает наш товар с полок магазинов. А где она его покупает? Покупает ли она его у дистрибьюторов? Покупает она напрямую или у агрегатора? Как угодно. Это уже во многом дела казино. И как они там через зеркала, официальные, неофициальные лицензии, ну, то есть нас, как гейм-провайдера, это никаким образом не касается. Мы ведем абсолютно белый, понятный, сертифицируемый, лицензионный бизнес. Тут еще вопрос: получается, вы свой товар выставляете в магазин, который работает не совсем честно. Ну, мы просто не знаем порой, через кого наш товар покупается, чтобы поставить его на полке. То есть мы условно не имеем абсолютно никакого отношения к... ну, иногда нам даже там агрегаторы есть такие, которые не сообщают, где, на каких платформах стоят наши игры. То есть они перепродают наш контент, могут там через 2-3 цепочки. Мы порой просто у нас нет представления, где идет игра. Ваш продукт хранится только на ваших серверах? Ну, конечно, наш продукт хранится только на наших серверах. Вопрос в том, что есть дистрибьюторы, которые делают свои условные сервера, поднимают, которые там на определенные регионы. У них есть соответствующие права перепродавать этот контент на другие регионы. О, бонуска. Тут вопрос. Трулап. Почему в интернете не видно супер заносов в ваших слотах? Как же, посмотрите вот недавний стрим Трейнрека. Тоже здесь на Кике, может быть, недели полторы назад. У него был занос в $2 миллиона. $2 миллиона долларов. Он в доктора Рока нашего. И очень такое неплохое шоу получилось. Ну, если там говорить о стримерах, то очень много стримеров играют наши слоты, и им действительно нравится этот продукт. И что самое главное, это происходит органически. И у нас есть целый отдел по работе с инфлюенсерами, которые так вот любят ходить по чатам стримеров, представляет. Вот сейчас тоже у нас в чате присутствует TrueLab Games. Это вот один из представителей нашей компании, которые часто приходят и даже отвечает на вопросы или там подбадривает в случае проигрыша. Шансы равны на всех или стримерам подкручивают? Ничего никому нигде не подкручивают. Нет вот этой волшебной кнопки. Это просто мифы. Такие же мифы, как ретроградный Меркурий и полнолуние, что в полнолуние лучше слоты дают. Или когда парад планет случается, тоже удача приходит. И если гадалка какая-то нагадает, что слот насыпет. Это все из разряда мифов. Я предлагаю просто не верить в эти мифы. Единственное, во что я верю, как я уже говорил на стриме, что это есть, так или иначе есть интуиция. У кого-то эта интуиция развита, и кто-то может вовремя поставить в нужный момент ставку и выиграть в эту лотерею. Вот в интуицию я верю, а все остальное это все мифы. Кто настраивает математику отдачи? Математики заранее программируют разрабатывают математическую модель каждого слота. И каждый слот
под капотом имеет вот эту математическую модель. Чаще всего РТП у этой математической модели, ну, в наших слотах это 96%. А у вас в слотах картинка скучная. Ну вот конкретно про эту игру мы уже с Виктором обсуждали. Решил поиграть в нее по моей наводке, потому что это один из моих любимых слотов. Он медитативный. То есть мне нравятся те слоты, которые не вызывают какую-то дополнительную там адреналин выброс, либо какую-то эмоцию, а куда я прихожу после там, рабочего дня, послушать музыку и медитативно по маленькой ставочке покрутить там условные по 5-10 рублей. И это меня расслабляет. Поэтому вот конкретно этот слот, он больше такой расслабляющий, медитативный. Поэтому и картинка соответствующая, я бы сказал. Можно назвать ее скучной. Есть ли шанс поймать 2 макс-вина подряд? Да, есть шанс поймать 2 макс-вина подряд. Есть шанс даже и 3 макс-вина подряд поймать. Вопрос только размера этого шанса. Как вы решаете вопросы касательно технических сбоев, при которых игрок выигрывает? Ну, я ни разу не встречал таких технических сбоев. То есть все технические сбои — это не когда там кто-то выигрывает либо проигрывает. Это когда либо там на серверах память может сгореть, либо электричество, блэкдаун какой-нибудь случился, и Cloudflare, ну или там поставщики услуг какие-то выключились. И все технические сбои чаще связаны именно с вычислениями на серверах. Либо, как там, я уже повторяюсь, бывают и атаки спланированные, умышленные. Атаки со стороны недружественных каких-то групп, хакеров, кого угодно. А тогда тоже эти атаки могут привести к каким-то сбоям. Но это то, с чем мы работаем, с чем нам всегда предстоит бороться. В наше время взламывают что ни лень. Сервер могут хакнуть с целью включить или РТП изменить. Ну, тут я там не исключаю, что бывают совершенно разные атаки, но проблема в том, что невозможно взломать опечатанный код и подменить там РТП. Ну, там по ряду определенных причин. Все атаки чаще всего другого характера, просто чтобы вывести из строя, либо найти какую-то уязвимость, то есть РТП поменять невозможно. Очень благодарен я за уделенное время, за огромное количество этих ответов. Да, мне тоже понравилось. Кажется, что, как я и обещал, максимально честно, открыто постарался развеять мифы этой индустрии, больше про математику, про Очень тренды насыщенный индустрии. получился, да, стрим. Я сам для себя даже получил что-то новое, узнал, что-то подчеркнул. Да, класс, класс. Спасибо большое. Я думаю, что все вместе будем ждать твоего слота. Я сам очень Я в предвкушении, да. в предвкушении, да, увидеть. Я думаю, что получится очень интересный результат. И как только будет уже что-то более осязаемое, что мы можем показать, я думаю, мы все вместе спланируем с нашими маркетинговыми командами и анонсируем. И обязательно некоторые спойлеры в сообщество закинем.